На протяжении большей части своей жизни в песках загадочный сфинкс всегда был окружен атмосферой тайны, вызывая предположения о его возрасте и назначении, методе строительства, скрытых камерах, роли в пророчестве и связи со столь же загадочными пирамидами. Это приводит в отчаяние египтологов и археологов, которые единственные стремятся завладеть сфинксом и претендовать на его секреты. Возможно, основная роль этого национального символа древнего и современного Египта, стоящего на страже плато Гиза, как и всегда, состоит в том, чтобы век за веком будоражить воображение ученых, туристов, мистиков и авантюристов. Сфинкс Гизы представляет сущность Египта. Обращенный лицом к восходящему солнцу, Большой сфинкс расположен на плато Гиза, примерно в 10 километрах к западу от Каира, на берегу реки Нил. Египетские правители поклонялись ему как богу солнца, называя его Хор-Эм-Акхет, что означает «живой образ божества Гора». Сфинкс находится в части некрополя древнего Мемфиса, места власти фараонов, недалеко от 3 больших пирамид – Великой пирамиды Хеопса, Хефрена и Мекерина. Статуя является крупнейшей сохранившейся скульптурой античного мира, размером 73 метра в длину и 20 метров в высоту. Отсутствует часть урея, а также нос и ритуальная борода. Расширение по бокам головы является частью королевского головного убора. Хотя голова сфинкса сильно пострадала от тысячелетней эрозии, возле одного уха все еще можно увидеть следы первоначальной краски. Считается, что первоначально лицо сфинкса было окрашено в темно-красный цвет. Небольшой храм между его лапами содержал десятки исписанных стел, поставленных там фараонами в честь бога солнца. Сфинкс сильно пострадал от разрушительного воздействия времени, человека и загрязнения. На самом деле, единственное, что спасло его от полного разрушения, это то, что большую часть своей жизни он был засыпан песками пустыни. Обеспечение загадочной скульптуры заключается в том, что Хефрен, фараон 4-й династии, приказал придать камню форму льва с собственным лицом одновременно со строительством соседней пирамиды Хефрена около 2540 году до нашей эры. Однако нигде нет ни надписи, отождествляющих Хефрена со сфинксом, ни упоминания о его конструкции, что несколько озадачивает ученых, учитывая грандиозность сооружения статуи. Несмотря на утверждения многих египтологов об обратном, никто точно не знает, когда и кем был построен сфинкс. Большой сфинкс был выкопан из относительно мягкого природного известняка, оставшегося в карьере, который использовался для строительства пирамид. Передние лапы отдельно сделаны из блоков известняка. Однако из главных странностей скульптуры заключается в том, что голова непропорциональна телу. Возможно, голова несколько раз переделывалась последующими фараонами с тех пор, как был создан первый образ. Хотя по стилистическим соображениям это вряд ли было сделано для периода Древнего Царства в Египте, примерно в 2181 году до нашей эры. Существуют гипотезы, что первоначально голова была бараньей или ястребиной, а позже была переделана в человеческую форму. Различные ремонты поврежденной головы за тысячи лет могли уменьшить или изменить пропорции лица. В последние годы ведутся оживленные споры о датировке статуи. Писатель Роберт Бьювелл в своей собственной теории относительно даты происхождения сфинкса в 1989 году опубликовал статью, показывающую, что 3 великие пирамиды в Гизе и их относительное положение по отношению к Нилу образуют на Земле своего рода трехмерную голограмму 3 звезд пояса Ориона и их относительного положения по отношению к Млечному Пути. Вместе с автором бестселлера «Отпечатки пальцев богов» Грэмом Хэнконом Бьювелл разработал теорию о том, что сфинкс, соседние с ним пирамиды и различные древние письменные знаки составляют своего рода астрономическую карту, связанную с созвездием Ориона. Их вывод состоит в том, что для этой гипотетической карты лучше всего подходит положение звезд в 10500 году до нашей эры,
что еще больше отодвигает происхождение сфинкса во времени. Существуют различные легенды о тайных лабиринтах, связанных с Большим сфинксом. Исследования, проведенные университетом штата Флорида, выявили различные аномалии в районе статуи, хотя они могут быть природными особенностями. В 1995 году рабочие, ремонтировавшие близлежащую парковку, обнаружили ряд туннелей и проходов, два из которых уходят глубже под землю рядом со сфинксом. Бьювелл считает, что они одновременны самому сфинксу. В период с 1991 по 1993 год, изучая доказательства эрозии статуи с помощью сейсмографа, были обнаружены свидетельства аномалий в виде полых пространств или камер правильной формы в нескольких метрах под землей, между лапами и с обоих сторон сфинкса, но в дальнейшем исследования были прекращены из-за отказа властей. Сегодня великая статуя рушится из-за ветра, влажности и смога из Каира. Огромный и дорогостоящий проект реставрации и консервации ведется с 1950 года, но в первые дни этого проекта для ремонта использовался цемент, который был несовместим с известняком, что нанесло конструкции дополнительный ущерб. За 6 лет в конструкцию добавили более 2000 блоков известняка. В нее закачали химикаты, но обработка не удалась. К 1988 году левое плечо сфинкса было в таком состоянии, что блоки отваливались. В настоящее время реставрация все еще продолжается под контролем Верховного Совета Древности Египта, который ремонтирует поврежденное плечо и пытается осушить часть недр. Основное внимание уделяется сохранению, а не дальнейшим исследованиям или раскопкам. Поэтому нам придется еще долго ждать, прежде чем Великий Сфинкс раскроет свои секреты.